Добро пожаловать на подкаст «По пути». Меня зовут Яна, и это короткие подкасты, в которых мы обсуждаем какие-то очень важные и интересные темы в своей жизни и по отношению к себе. Я также нахожусь в постоянном поиске, постоянно узнаю себя, постоянно отвечаю на какие-то вопросы, которые возникают внутри меня для того, чтобы лучше себя понимать. И в этот момент я задумалась, а что же может стать той самой первой базисной темой, на которую можно опереться и которая бы абсолютно любому человеку, так скажем, с улицы, с порога дала бы некоторую основу, базу понимания самого себя, чтобы не плавать во всех темах сразу и не пытаться реализовать запрос, который был, например, навеян чем-то извне, каким-то влиянием или какой-то рекламой, или каким-то трендом, как это называется, хайпом, а вот какая-то опора внутри меня, на которую я могу встать, опереться и понять, как устроен мой внутренний мир. И, на мой взгляд, я нашла эту тему. Мы сегодня с вами будем ее обсуждать. Пожалуйста, смотрите это видео не как очередной выпуск прикольного подкаста, а как то, что можно взять для себя, то, что можно использовать в моей жизни, то, что можно применить к самому себе, ответить на свои вопросы. И в течение всего подкаста задавайтесь вопросом: а как это было у меня? А что это сформировало внутри меня вот в тот момент? Почему это у меня так? Как это может влиять на мою сегодняшнюю жизнь, например? Или на какие желания это может влиять? В общем-то, включайте свой максимальный уровень эгоизма и задавайтесь вопросами про себя. Не про свою жизнь, не про своих близких, а про себя. И тогда этот выпуск станет для вас очень полезным, очень насыщенным. И поверьте, это то, на что вы сможете потом так же опереться, как и я в какой-то период своей жизни. Давайте начинать. Наш подкаст мы с вами начнем издалека, в формате некоторой истории, очень плавной и спокойной, в которой будем постепенно обнаруживать тот самый базис, тот фундамент, на который можно опереться. Все началось с того, что в этом мире, в этом прекрасном мире возможностей родился маленький ребенок. Я думаю, вы поняли, кто это родился. И этот малыш родился в условиях безусловной любви. Ребенок, который рождается на этот свет, в этом мире, он не способен на что-то плохое. У него нет таких возможностей высказаться или что-то сделать и кого-то как-то обидеть, чтобы причинить вред. То есть дети, как говорят, рождаются чистыми, светлыми и прекрасными. Почему? Потому что они рождаются, и вот эта безусловная любовь, которая окутывает их, она для них везде. И здесь получается два очень важных момента, даже я бы сказала 3. Первый момент: для того, чтобы ребенку научиться чему-то в этом мире, он берет себе за основу очень интересную установку, что у меня как у всех, а у всех как у меня. То есть то, что умеют все, значит, в какой-то момент смогу и я. Или то, что есть у меня, то, что я чувствую, или то, что я проживаю, то же самое есть и у других людей. Подтверждений вот этой установки он находит очень много, даже на уровне какой-то обычной бытовой жизни. Здесь давайте сделаем маленькую остановку и осознаем, почему так много людей считает, что как у меня это правильно, а по-другому быть не может. И почему так много людей отстаивает свое мнение. Об этом мы с вами поговорим чуть-чуть попозже, и вы сами поймете, почему так происходит. В общем, он берет вот эту установку себе и с ней прекрасно живет. На этом алгоритме он делает очень много успехов, он развивается, он обучается, он учится ходить, есть, разговаривать и так далее. В момент рождения есть еще и другая установка, которая тоже дается нам с вами отчасти намеренно, чтобы мы имели какие-то возможности и темы, с которыми мы можем справляться в течение жизни. А с другой стороны, она происходит автоматически, потому что как у всех, так и у меня. И если я ребенок, который только что родился на этой земле прекрасной, если я действую из любви, то мои родители, они тоже действуют из любви. И вот этот момент, он определяющий, потому что в этот самый момент этот малыш дает определение слово «любовь». И с этим определением, собственно, мы и живем всю жизнь. Из определения любви, например, это любовь есть одобрение. То есть одобрение есть любовь.
Почему так происходит? Потому что мама с детства всегда одобряет малыша и говорит: молодец, ты сделал правильно. И у ребенка на уровне подсознания откладывается, что безусловно любовь, вот эта вот связь между матерью и ребенком, то есть между моим внутренним миром и миром внешним, она возможна только если меня одобряют. И он начинает жить с этой установкой. Он идет с этой установкой в школу. В школе с такой установкой, по сути, очень легко жить, потому что если ты делаешь правильно, то тебе дают некоторое одобрение. В школе вообще классно, потому что за любое твое действие тебе, по идее, ставят оценку. И если оценка хорошая, значит, любовь у меня есть, значит, все хорошо. И в целом, если человек живет в таком прекрасном вакуумном мире, в котором воспитывают сегодня огромное количество детей, по идее, должно быть все плюс-минус нормально, потому что потом такая женщина или такой молодой человек найдет себе отношения, для которых любовь будет тоже одобрением. Да, не принятием, не свободой, не творчеством, не контактом, не близостью, а именно одобрением. И если им обоим будет в этих условиях хорошо, то в целом все шансы на прекрасную, замечательную жизнь. Но так, к сожалению, бывает не всегда. И чаще бывает так, что мы все, рождаясь в семье, рождаясь в безусловной любви, принимая материнские чувства, принимая материнские действия как акт безусловной любви, мы берем это себе. И в этот момент мы это запоминаем и несем это в жизнь. Взрослеем, идем в школу, выходим в социум, то есть выходим из семьи и понимаем, что для других людей любовь — это не одобрение, а любовь — это что-то другое. Вон, у моего какого-то одноклассника, у него проявление любви и любовь, для него это, походу, внимание. Как так вышло? Он постоянно требует внимания, постоянно что-то там шерудит, постоянно отвлекает. Может, ему нужно внимание. Для него любовь — это внимание. Какой-то он странный. Вот здесь вот зарождается вот эта вот кластеризация, да, или группирование общества на свои чужие. По какому принципу? Да по принципу любви. Такие же у тебя установки любви, как у меня, или нет? Если они совпадают, то у нас с тобой все хорошо, и мы будем с тобой дружить. Если они не совпадают, то мы не будем дружить, потому что для тебя любовь — это внимание, ты будешь это от меня требовать, а для меня любовь — это одобрение, и ты одобрять меня не будешь, и я не буду чувствовать любви. Зачем нам нужны такие отношения? И вот здесь, когда ребенок сталкивается с чужим миром очень так близко, а в контексте реальной жизни он сталкивается с такими событиями очень часто, потому что у каждого человека есть свое определение любви. Да, они как бы плюс-минус сгруппированы, так скажем, но в целом любовь для каждого, абсолютно каждого человека, это что-то свое, что сформировано в детстве. В самом-самом детстве. И мы это воспринимаем как нашу данность, мы это воспринимаем как нашу предопределенность. Но что происходит на столкновении этих миров, когда для одного человека любовь — это внимание, а для второго человека любовь — это одобрение. То есть мы с вами на стороне того, для кого любовь — это одобрение, да? И получается, что я вижу, что наши миры не сходятся, и здесь возникают две естественные реакции. Либо я буду бороться и доказывать, что моя любовь, она правильная, она верная, что любовь — это одобрение. Либо я подожду, закроюсь, буду искать по пространству и по людям такого человека, для которого любовь будет тоже одобрением, и я буду сходиться с ним. И вот этот выбор, по сути, их всего два. То есть либо ты действуешь, что-то делаешь, то есть доказываешь и борешься за это, либо ты ждешь, когда ты встретишь такого человека с такими же внутренними качествами, с таким же внутренним определением любви, и вы сходитесь, и все у вас нормально. От чего это зависит? Это зависит от типа личности, насколько человек готов бороться за любовь. Но посмотрите в контексте современной жизни, сколько людей борются и сколько людей пытаются доказать, то есть вот этот вот кластер людей, группа людей, которые пытаются доказать, что их любовь, она верна, он огромный.
огромный, просто невероятный. Но, конечно, есть люди, которые просто сидят, ждут и понимают, что вот это вот есть моя истина, и я от нее никуда не отойду, потому что если я отойду от нее, если я отойду от определения любви, которое было дано мне в детстве, которое я прожил, от своих субъективных ощущений, то вообще мир разрушится, ничего не останется никакой опоры. Это и есть наша опора, на которую мы встаем и на которой выстраивается весь наш мир. Потому что дальнейшее развитие событий такого человека, любого, собственно, человека, протекает двумя способами. Люди, которые пытаются доказать эту любовь, они идут дальше на агрессию, или они идут дальше на конфронтацию, либо они пытаются продавить, да, то есть какое-то применение силы. Для чего? Для того, чтобы как бы доказать всем, что вот мое определение любви, оно верное, и оно такое. И самое сложное здесь, вот почему закручивается вот эта воронка внутреннего конфликта, напряжения, стресса, потому что человек считает, что как у него, так у всех. То есть если у меня любовь — это одобрение, значит у всех должно быть так. И если я встречаю того, у кого это не так, я буду с ним бороться, или я буду его подавлять. И вот здесь вопрос, кто кого, у кого больше сил, кто лучше, так скажем, да, продавит. И вот это вот доказательство своей правоты в своей сути, оно не имеет никакого смысла, потому что у всех людей определение любви, оно свое. Для людей, которые не пытаются ничего доказать, и которые просто ждут и ищут своих, почему, да, сегодня возникает так много, объединений, группировок по интересам, где люди сходятся по каким-то ценностям, еще это называют, да, ценность. Потому что люди не могут выйти и начать бороться за свои определения любви. И они будут либо ждать, либо искать то сообщество, где их взгляды совпадают. И это вполне нормально, потому что когда мы понимаем, что да, твое определение, оно верно, оно срабатывает, и мы видим это еще раз в жизни, это невероятный кайф, с которым не сравнится вообще ничего. И здесь дальше вот эта вот матрешка, она начинает расти, потому что наш малыш, он вырос, он ушел уже из школы, он уже закончил институт, и начинается какая-то взрослая жизнь. Ну что начинается? Начинается поиск отношений. Если это мужчины, они чаще всего ищут прототип мамы, если это женщины, чаще всего они ищут прототип папы, но в любом случае они ищут то определение любви, которое было у них в детстве. Понимаете? Понимаете вообще, в чем ценность вот этой вот всей истории? Это настолько большой кластер и настолько большой пласт осознаний, которые можно впитать и которые можно прочувствовать для того, чтобы лучше понять себя, что я не знаю, какая тема может с этим сравниться еще, потому что у всех людей абсолютно субъективная, индивидуальная жизнь. Как она устроена у тебя, никто не знает. Мы можем только предполагать, что ты, например, действуешь из любви как свободы творчества, а я действую из любви, которая равна вниманию. Мне нужно внимание, а тебе нужно одобрение, или наоборот. И все вокруг вертится вокруг любви. Но отношения между мужчиной и женщиной, они выстраиваются по очень четким, так скажем, да, пазлам. Либо эти пазлы сходятся, и отношения крепкие, хорошие, классные, замечательные, либо нет. Предположим, что наш ребенок, про которого мы с вами говорим, он уже создал семью и пошел дальше работать. И дальше вот это вот определение любви, оно никуда не девается. То нам постоянно нужно подтверждение вот этого внутреннего фундамента и определения любви. Люди способны на очень страшные вещи, когда они пытаются доказать правоту своей любви. Определение, что такое любовь для тебя, что такое безусловная любовь. И вот эти определения, так как наш ребенок, который уже женился или вышел замуж, он уже вырос, у него уже расширилось поле, у него расширилось сознание, у него расширились возможности, он начинает эти определения и подтверждения искать из внешнего мира. Например, работа, или, например, предназначение, или, например, какое-то творчество. И вот здесь на стыке того, что где-то в какой-то теме мое определение любви, оно не срабатывает,
ну, например, в теме финансов, оно не срабатывает, что любовь — это одобрение, да, и, например, не вся моя деятельность одобряется, а значит, меня не любят, но на этой работе мне хорошо платят, и деньги нужны мне для жизни, но меня не одобряют, и отсюда возникает внутренний конфликт, когда мне нехорошо на работе, когда с деньгами уже все нормально, но вот мне просто дискомфортно. Откуда этот дискомфорт? Да оттуда, что твоя деятельность не совпадает с определением любви. Почему сегодня так часто говорят, да делай по любви, делай то, что ты хочешь, делай то, к чему лежит душа? Потому что именно из этого определения мы как бы и способны сделать то, что будет приносить радость людям, благо людям и благо нам самим. В конце эфира хочу с вами поговорить на тему того, как внутри нас рождается какой-то конфликт или какой-то запрос. Когда мы постоянно пытаемся бороться за правоту своего внутреннего определения, рано или поздно мы сталкиваемся с кризисом, что невозможно постоянно за что-то бороться, тем более за любовь. То есть это как-то у нас там не сходится. И чаще всего мы выбираем какую-то определенную тему или какую-то жизненную ситуацию, с которой мы пытаемся разобраться через призму не каких-то жизненных изменений, а через призму своего внутреннего комфорта. А внутренний комфорт, он зиждется и строится как раз-таки на той любви, которую вы определили для себя в детстве. Это та данность, которую кроме вас никто не сможет как бы расширить, сузить или как-то изменить. Но не осознавая этого, мы будем постоянно продолжать бороться, постоянно доказывать и постоянно страдать. Потому что когда кто-то говорит, что ты не прав, а для вас это очень-очень ценно, здесь, конечно, будут появляться всякие разные не очень приятные чувства. И часто мы объясняем себе любой запрос дискомфортом в какой-то определенной ситуации, или что мы хотим каких-то жизненных изменений. Например, я очень сильно хочу отношений, или я очень хочу новую работу, или я хочу работу, на которой меня будут любить, или я хочу что-то купить. То есть как закрывается вот этот дискомфорт и как закрывается эта борьба, у каждого человека это индивидуальная история. Кто-то будет зарабатывать деньги для того, чтобы купить власть, для того, чтобы управлять, да, потому что, определение любви вот такое. Кто-то будет идти, например, путем постоянной помощи людям, потому что любовь — это когда тебя благодарят. Любовь — это когда ты хороший. Любовь, когда ты делаешь что-то хорошее. И в этом случае, как бы, для такого человека это естественно, что он идет в какую-то помогающую, например, профессию. Для людей, у кого форма любви — это внимание, они могут, например, выбрать какую-то медийную или социально значимую карьеру, где внимание огромного количества людей будет направлено к нему. Почему? Да потому что это подтверждает его внутреннее определение любви, и ему от этого хорошо. И есть разные люди, которые по-разному относятся к популярности, но есть те, которые прям кайфуют от того, что их знает 5 миллионов человек, а другим это абсолютно не важно. И вот у них одинаковые условия. Но почему так? Да потому что разное определение любви. Потому что одному это нужно и жизненно необходимо, а у другого это как средство, через которые можно прийти к своему определению любви. И если вы дослушали этот выпуск до этого момента, то давайте себе искренне ответим на вопрос, возвращаясь в детство, в котором вы родились, в котором вы пришли в этот прекрасный мир возможностей, счастья, радости и гармонии. Вот попадая в этот мир, вот в первые несколько месяцев, дней или лет своей жизни, какое определение любви сформировалось у вас? Родители, они прекрасны, и в любом случае они нас очень сильно любили. Но здесь есть тоже момент. Они такие же люди, как и мы с вами. Они могли ошибаться. И то, что мы когда-то восприняли и приняли как их безусловную любовь, как действие из безусловной любви, для них это могла быть просто компенсация, или они могли просто устать. И они просто могли себе позволить так поступить, потому что они тоже люди. Но это не есть безусловная любовь. И вот здесь когда вы ответите себе на эти вопросы, когда вы это искренне захотите понять, прочувствовать, поверьте, у вас будет колоссальный
фундамент, на котором вы поймете глубину и исходные данные любого своего запроса, который прямо сейчас у вас мог быть. Половина из них просто снимется, потому что вы увидите корень и суть проблемы. Второй момент, про который мы, возможно, поговорим в следующем выпуске, а может быть через выпуск, мы поговорим с вами о том, как это определение расширить. Потому что вот когда мы это определение сначала находим, а потом расширяем до тех масштабов, которые нам, собственно, нужны, вот здесь вот начинается большая интересная игра. Но не просто как гонка или как доказательство, или как агрессия, или как борьба. Это начинается история любви, история творчества и история расширения. Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Вы огромные молодцы. Пожалуйста, еще раз задумайтесь, какое определение любви было сформировано в вашем детстве. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы обнаружили про себя, и будем об этом общаться в следующих выпусках. Желаю, чтобы у вас все было всегда по пути.